подальше и посмотреть на движение дыма. Видно? Все. Теперь уголочки на 5-м ряду. Не знаю, что тут видно. Вот. Там еще не дочистил до конца, но в принципе... Первый ряд положил. Вроде даже высох. Сейчас будет разметка кирпича под тандыр и укладка второго ряда. Так, следующая часть марлезонского балета. Вот основаница получилась, ну, кривенькая, прям скажем. Вон так углы торчат некоторые. Стянул пока стальной полосой, но скорее всего это слишком толстая полоса, она даже не облегает плотно кирпичи, надо тоньше брать. Я заменю ее, скорее всего. Но дно идеально ровное по уровню. Теперь построил на сухую первый ряд кирпичей. Теперь надо нарезать еще уголочков на внутренний этот полуконус, дабы закончить с этим рядом. Также вот здесь переход от будущей дверцы зольника. Выровнять все это, и можно будет класть на огнеупорную смесь. Вот, продолжение, значит, получается как следует. Вот, здесь тоже все пыльное, правда, немножко шлифанул. Положил первый ряд огнеупора на дно зольника. Обычным кирпичом еще не все заложил, это еще сейчас предстоит. И буду дальше поднимать следующий ряд. Вот. И, возможно, буду третий ряд класть. Вот только здесь пока не понял, как лучше сделать. Положу третий ряд, боюсь. Вернее, ну да, положу третий ряд, будет ли удобно класть вот этот кирпич. Хотя, наверное, потом его будет неудобно класть, особенно сзади. Вот здесь третий ряд. Наверное, все-таки, когда все нарежу и подгоню, положу третий ряд, и тогда уже буду забутовывать эти углы, лепить сюда штуку эту, первый ряд, и стягивать лентой. И дальше уже поднимать ряды до следующего ряда тандыра. Вот как-то так. Пока все идет по плану. Было желание накосячить здесь с дном тандыра, но хватило ума проконсультироваться у Михалыча. Он мне объяснил политику партии и посоветовал внимательнее смотреть на порядовку и описание, дабы таких косяков больше не было. Все, чтобы накосячил, исправил. Теперь будем, значит, единственное, шиворот на выворот все-таки получилось у меня. Ну, думаю, это не критично.
я сперва нарезал кирпичи на внешний круг, сложил, попал все как положено вроде бы. А потом, проконсультировавшись с Михалычем и внимательней, положив свой глаз на порядовку с этими описаниями, понял, что в середину кладется целиковый кирпич, а по периметру вокруг уже половинками. Ну, что сделано, то сделано. Жалко мне было и работы по пилу кирпичей, и самих кирпичей. Поэтому решил, будет так будет у меня. Через одно место. Как говорят на флоте, через живете. Вот. И поэтому я внутри из половинок наделал. Ну, тут не половинки, больше. 13 сантиметров получился сегмент. И выпилил из него треугольнички. Ну, такая вот получился такой пердемонокль. Ну, не знаю, мне устраивает. Мне вроде лишь бы функционировало. Так выглядит вроде ничего. Это уже, как говорится, не мне судить. Ну вот. Нарезал с горем пополам косячки вовнутрь тандыра. Уголки. Теперь надо будет их, ну, отмыть, понятное дело. Затем на раствор, на шамотную смесь. И в конце уже здесь подгонять оставшиеся. Два угловых подпиливать по месту на ширину, которая останется. И, соответственно, дальше будем колечко ставить, ленту стягивающую. Ну и, соответственно, дальше заполнять обычным кирпичом углы, оставляя место под базальт. И дальше, наверное, дальше, да, уже можно будет класть облицовочный ряда до 6-го, до перекрытия вот этой вот зольной дверцы. Ну, пока печка под казан ждет своего часа. Там все-таки, мне кажется, технологически не так сложно будет, как здесь. Здесь все-таки больше возни. Очередной ряд выложен. Тандыр снизу вроде как получился. Теперь уголочки на 5-м ряду. Тандыр надо поднимать выше, потому что потом его будет удобнее так облицевать, укутать одеяльцем. Вот это значит у меня печь под казан. Еще один ряд забутовочного кирпича, и надо будет класть шамотный кирпич. Тут тоже углы положил недавно, еще не взялись как следует, поэтому зачаливать еще рановато, не хочу, чтобы поехали. Вот такая примерно картина маслом получается. Ну, косяков много по неровным швам, и зачищать надо много. Но это, я думаю, я справлюсь потом. Не главное. Все-таки главное, чтобы конструкция вся была правильная и работала. Так, ну вот, еще один день закончен. Итак, 7-й ряд закончил. Единственное, у печи под казан как-то мимо проскочили 2,5 кирпича. Надо будет их подложить в следующий раз, не забыть. Вот, начал выкладывать печь под казан. Вот этот скос, как положено. Дальше вверх пошел ряд. Уже, наверное, 8-й он будет. А так облицовка вся и по периметру ряд 7-й. Очень непросто все. Очень непросто. Но я благодаря подробной инструкции у Михалыча
прописано практически все пошагово, поэтому тандыр вот до этой степени, до этого места замотал несгораемой таким одеялом. Третий ряд, точнее, да, третий ряд ставить пока не буду. Боюсь промахнуться с отверстием под трубу. Поэтому положу еще 8 и 9. Там как раз будет выход на трубу. Дальше можно будет уже позиционировать трубу от тандыра. Ну, соответственно, на одном уровне будет и труба от печи под казан. Ну, вот так вот не быстро идет процесс. Ну, в принципе, пока все, что сделано, меня устраивает. Главное, чтобы работало, конечно, все это. Ну, я надеюсь, работать все будет. Еще раз спасибо Олег Михайловичу. Классный проект. Долго я об этом думал. Не знал, с какого боку подойти. Ну вот, подошел, слава богу. Итак, очередной этап. Третий ряд тандыра выложен, сохнет. И вот уже первый ряд без раствора положен мангальное дно. Соответственно, вот здесь 9 ряд, печка под казан. Сейчас ждем, когда возьмется раствор. Можно будет зачаливать углы и выкладывать 9 ряд. Перекрытие арки дровника будет прямое. Не решил еще, на 2 шпильки или на уголок. И то есть. Посмотрим, что проще, то и сделаю. Вот такая конструкция получается. Пока мне все нравится. Так, тандыр близится к завершению. Нарезал сегменты. Вставляем на место. И репетируем крышку. И уже подсыхает перекрытие. Также есть вариант, если это будет маловато, откручиваем крышку, ручку. И устанавливаем сверху еще одну крышку. Как вариант, можно просверлить отверстие по центру, соединить 2 крышки между собой, между ними проложить базальт. Тогда будет крышка еще больше держать тепло. Но это уже, как говорится, нюансы будем смотреть в процессе. Пока так.
Давно не снимал. Пытаюсь снять. Ну, нахожусь на этапе выхода на трубу. Еще пару-тройку рядов. И можно будет выходить на крышу. Вернее, трубу. На трубу, а дальше, соответственно, на крышу. Мангал вроде бы практически закончен. Решил тут схитрить. Не стал делать арку, полуарку. А заодно и подумал, а не замахнуться ли нам на нашего Олега Михайловича, на Борсука. И не сделать ли третий зуб, поскольку арка прямая. И прямая арка дальше идет. Ну, в общем, закруглил здесь. Не знаю, что тут видно. Вот. Там еще не дочистил до конца, но в принципе уже что-то вырисовывается. Лампочку, точнее патрон тоже вставил. Но скорее всего, больше всего забот будет работы. Это на окончательном этапе, когда буду столешницу мудрить, крышу, дырявить и выводить трубу. Ну а следующее видео пора, я думаю, руки чешутся, сделать пробную топку мангала. Посмотреть, как это будет выглядеть. Итак, пробная топка. Первая пробная топка в мангале. Ну, не знаю, видно, не видно. Ну, может, мне кажется, но или хочется, но такое ощущение, что все идет в дымоход. Сейчас попробуем немножко вынести. Стандарт, да? Ну, в общем-то, видно, да, что дым тащит. Трубы нет пока, но, по-моему, все достаточно неплохо. Ну что, еще одно подтверждение тому, что двойной зуб Олега Михайловича работает. И работает неплохо. Здесь еще даже сечение хайла не выведено.
Сейчас пробуем палочку сюда подальше. Посмотреть на движение дыма. Видно? Дым уходит туда, куда ему надо. Прекрасно. Все работает. Двойной, даже тройной зуб прекрасно себя зарекомендовал. Спасибо Олегу Михайловичу Борсуку за его технологию и его проект. Будем наслаждаться. Вот, отшаманил казан. Прокалил с маслицем. Теперь у него вид, конечно, такой, как надо. Зачет. Сейчас будем плов мастерить. Плов.